Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. И что же нам сегодня наша скиллозависимая игра преподнесет? Честно, я не хочу пытаться изобретать велосипед какой-либо, я хочу поиграть на чем-то таком играбельном и интересном одновременно. Я, наверное, думаю поиграть через богов орков, хотя можно, знаете, через что поиграть? Через охотников плюс мантию короля и какого-либо керри. Ай, ладно, короче, не особо уверен, если честно, на чем я хочу буду... Ну, на чем, короче, на чем я хочу играть сегодня, я не уверен. Тут есть хан, есть Джекира, есть орк-чернокнижник, но есть Свенчик. Типа, можно было бы попробовать сыграть через фулл демонов и керри Свена. А можно было бы сыграть через... Ну, хотя тут... О, кстати... Не, ну раз мне так орки идут, то, соответственно, скорее всего, я попробую на богах орках сыграть. Ну, раз уж так они идут ко мне. Короче, так вот заблокирую. И сыграю через богов орков. Так, возьму... Вот так вот сделаю. Я специально взял сейчас рандомную шмотку, чтобы ее просто переролить. Для того, чтобы не выпал урок войны или что-нибудь на ману такое. Но... Мне 2 раза упал медальон. А это означает, что правильно. Это намек на то, что мне этот медальон кровь из носа необходим. Поэтому что? Я его и пикнул. Так, перчаточка есть. Сумончиков пока что нет. Не, ну там есть фура, поэтому я возьму перчаточку. Я уже много раз говорил о том, что эта перчатка, она очень жесткая и очень-очень-очень хорошо помогает. Кстати, у меня вопрос к моей аудитории. Первое. Почему так плохо заходят ролики с шаманами? Неужели настолько неинтересно шаманов смотреть? Как по мне, это самый такой рандомный билд, который вот, ну, вообще не скиллозависим. Ну как, ладно, не. Понимание игры на шаманах обязательно, но в целом... Not bad. Not bad. Такой я одобряю. И такой я одобряю. Молния это имба, на самом деле, со старта, особенно если ты будешь играть через охотников. Да и в принципе, даже если ты не играешь через охотников, это имба. Ладно, вернемся к моему вопросу. Почему так плохо ролик с шаманами заходит? Неужели настолько, ну, не нравится вам смотреть шаманов? Дайте мне, пожалуйста, фидбэк в комментариях. И второй вопрос. Ладно, это не вопрос, скорее всего, а... Хотя нет, это вопрос. Короче, мне тут в комментариях писали о том, что то, что я призываю людей к лайкам и комментариям, немного уже раздражает. Так вот, давайте вместе, потому что у меня одного не хватает. Как говорится, одна голова хорошо, а с десяток лучше. Поэтому что правильно? Мне нужно ваше мнение, как можно улучшить этот момент с призывом к подписке, к лайку, комментариями, соответственно, реклама телеграм-канала. Карала, хотел сказать. Вот, поэтому все. Вот такой вот у меня второй вопрос. И я хочу напомнить, что сегодня будет стрим в 6 часов по киевскому времени. Поэтому я всех жду. И там, скорее всего, будет лобби с подписчиками. Но, чтобы повлиять на какой-то будет конкретно стрим, в моем телеграм-канале я сделал опрос, и я буду отталкиваться от него. Поэтому переходим в мой телеграм-канал. Это, естественно, такая, знаете, небольшая рекламочка. Так вот плавный такой переход, да, к моему телеграм-каналу. Короче, там опрос, каков будет стрим. Будет ли это стрим лобби с подписчиками, либо это будет что-либо другое, то... Соответственно, вы можете повлиять. Повлиять, просто дать свой ответ. Поэтому, ребят, что? Правильно, переходим в телегу. Там сразу первая запись, это будет опрос. И если это будет лобби с подписчиками, в своем телеграм-канале за 5-10 минут я напишу, соответственно, номер лобби и пароль от этого лобби. Поэтому что? Правильно, присоединяемся, не стесняемся. Вернемся к молниям. Ну, как вы уже поняли, то, я думаю, вы уже поставили свой лайк с комментом. Угу. Короче, вернемся к вот этому вот происходящему. Тут неплохо, 4 орка, мне нравится. Игра прям сама намекает о том, что мне нужно играть сегодня на богах плюс орках. Но, судя по всему, не только мне, потому что там вот есть ребятки, которые тоже хотят играть на богах плюс орках. Там воин вроде как строится. Ага, через жрецов он будет играть. Ну да, там есть у чувака, кстати, тоже орк-шаман. Реликвии тут тоже классные. На самом деле мне бы хотелось награду за гоблинов, либо же аптечку. Я бы хотел попробовать пообузить эту аптечку, если, конечно, получится. Если бог рандома сегодня ко мне улыбнется, и, соответственно, если получится. Если не получится, то ладно такое. И я хочу, кстати, напомнить, что у меня на канале выходит по 2 ролика в день. Один в 12 часов, это моя каточка, а второй в 6 часов вечера, это, соответственно, каточка моего подписчика, которую я комментирую, обозреваю и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, все. Все, еще раз, все.
Давайте теперь полностью погрузимся в нашу скиллозависимую игру и будем потеть по максимуму. Повлияем каким-то либо образом на рандом. И я думаю, все-таки, знаете, что может попробовать... Хотя, ну, в принципе, у меня стол более-менее сильный. Даже если я проиграю... Даже если я проиграю, то я не думаю, что это будет критично. Мне главное сейчас выйти в деньги. Потому что если на 10-м раунде мне упадет награда за гоблина, то, соответственно, мне ее нужно будет юзнуть. А это надо юзать только тогда, когда у меня будет все хорошо. Кстати, можно было бы здесь скомбинировать немного. Это сделать, если, допустим, у меня не будут бога-орки тащить. Либо же это в моменте в каком-то там переобуюсь в какой-то другой билд. То можно этот момент переделать немного. Ну вот да, тут просто у снайпера куча тычек срабатывает, судя по всему. И, судя по всему, мне порвут 5-ю точку. Да. К сожалению, да. К сожалению, да, это так. Или мои кабанчики смогут забить их. Давайте, кабанчики! Давай! Мои кабанчики просто... Мои уродненькие кабанчики просто лучшие. Так, панда. Давайте рискнем, возьмем уровень, поставим панду. 4 монетки, это, конечно, ну, критически, но не критически, потому что у меня 10 монет есть. Да что ж такое, горло, успокойся ты уже. Ты меня уже, ну, задолбал за некоторый промежуток времени. Просто последнюю неделю начинаю снимать, то есть весь день хожу, нормально разговариваю, все такое, там просто чил да гладь. Чил да гладь. Тишь да гладь. Вот. Хожу, все такое, все отлично. Только сажусь снимать, все. Горло начинает трепеть, шипеть, кряхтеть. Как это называется? Вот как это называется? Обалдеть. Ладно. Ну, пока что неплохо. Если сейчас еще один раунд выиграю, то я ничего продавать не буду. А если не выиграю, то, соответственно, наверное, продам убийцу. Убийцу Горна. Ну, тут уже у ребят такие сильные столы. Короче, меня там говорили, что нужно людей подбадривать насчет лайков, поэтому у меня появилась идея. Давайте так. Если вы хотите, чтобы я целенаправленно в один день просто сел и начал снимать конкретную сборку, то давайте так. 50 лайков под этим роликом, и я реализую сборку через мантию короля, через охотников и вот что-то типа такого. А? Как вам? Как вам такой байт на лайке? Давайте, 50 лайков, я уверен, что мы можем. Аудитория огромная, смотрит меня много человек, поэтому что правильно, 50 лайков это, ну, вообще полностью, ну просто, ну вот просто капля в море. Раунд я выиграл, кстати, если видели, я подсмотрел немножечко, выиграю я раунд или нет. Вот. И я выиграю раунд. Вдруг кто не знает, то смотрите. В правом верхнем углу экрана, там где у вас огонек, если вы нажмете, то у вас там будет получать типа процентажные монетки за победу. И вот, если эти монетки пропали, либо же что-то еще, то, соответственно, знаете, вы, скорее всего, проиграли раунд, либо выиграли раунд. Короче, это может такой небольшой лайфхак быть, чтобы узнать, выиграете вы или нет. Это чтобы понял, принял антимаг там уже. Ага. А что ты на поле боя его не выставишь? Ну, я думаю, после мобов он 100% его выставит, потому что грех держать имбу этого патча, правильно? На самом деле это так смешно. Один антимаг может всю мою сборку богов-орков порвать в пух и прах. Это так смешно. На самом деле не особо. Это грустно, печально и слезы из глаз. Вот. Как-то так. Кстати, ну ладно. Я уже, в принципе, мнение людей знаю по поводу рубрики комментирования игры подписчика. Ну все же. Блин, а что делать? Клевер не надо. Ну, я возьму еще один медальон. Лишний будет. И, блин, ну хочется как бы этих яйца взять. Я не хочу вот эти вот просто яйца. Сливать просто так. Не хочу. Там просто есть награда за гоблинов. Не знаю. Я не знаю, что делать, если что, с этой наградой за гоблина. Ой, награда за гоблинов. С текущими реликвиями, которые у меня есть. Хочется рискнуть и попробовать найти награду за гоблинов. Ну а если я вдруг не найду? А потом мне яйца понадобятся вот эти вот. Что мне делать потом?
Вот что мне делать? Вот это вот тяжелый выбор у меня. Тяжелый жизненный выбор. У всех там, знаете, проблемы, что-то там такое в жизни и тому подобное. А у меня проблема только одна. Какую реликвию взять? Там у человека, кстати, тоже 5 винстрик. Но не там сильный стол, у него там А хотя, на самом деле, у меня стол посильнее будет, чем у него. У меня 4 орка, у меня есть баф воинов. У него только есть, по сути, из дамага, это орк-шаман. А у меня из дамага есть мои кабанчики. Сила кабанов просто. Сила богатырская кабанов. Кстати, там чел себе нашел орка-охотника. Орка-охотника. В 2 звезды. А у меня против него есть что? Правильно. Перчатка. Перчатка Таноса. Поэтому я сотру в порошок этого кабанчика. Ну, кстати, у меня все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу, у меня все шикарно. Будем потихонечку в уровень идти. Рискнул, если что, выйти из инкама. Рискнул. О, чего там сбили винстрик. Блин, а кто? Поджиху. Это охотники, понятно. Ну да. Так вот, у меня перчатка Таноса, и я сейчас сотру его кабанчика в порошок. На самом деле, вот эта вот перчатка Таноса, она имбовая. Ну, типа, я уже миллионный раз говорил о том, что перчатку это нужно брать, когда у кого-то есть ну, какой-либо суммон. Вот какой-либо суммон есть, все, перчатку мы берем. Кстати, я не понимаю, что чел не берет антимага себе. Так, тут будут боги-жрецы, судя по всему. Так, а вот и типчик. Вот смотрите, сейчас кабанчик появится, он сразу сдохнет. Смотрите. Опа! О! Где кабанчик? А нет кабанчика. А нет кабанчика, нету такой уверенности в своей победе. Кабанчик это имба. Кабанчик это имба. Плюс одну монетку получил, соответственно, продал несколько фигур и вышел в 50 монет. Скиллуха, еще и какая. Интересно, как мне будут в этой катке идти легендарные фигуры? Очень интересно. Немножко богов поставил, я думаю, вы сами знаете почему. Так, чел поставил антимага, все это супер грозное оружие, от которого у меня будет трещать 5-я точка. Мне вот интересно еще, знаете что? А когда разработчики выпустят глобальный патч? А ну, у кого есть какие догадки, пишем в комментарии тоже. Через какой промежуток времени выпустят глобальный патч? Уже как бы, ну, уже надо, уже должны. Уже должны были выпустить глобальный патч, потому что уже много времени прошло. А глобального патча даже запаха нету. Есть только запах горелой 5-й точки, потому что антимаг не имба, а Манки Кинг не имба. Как-то так, как-то так. Сумоним кабанов. Отряд свиней. Хорош. Ой, как мне нравится. Был бы у меня еще урок войны, было бы замечательно. Там у челов вообще нету, я смотрю. Этих, как их там, ни перчаток, ничего такого. Потому что мои кабанчики как-то живут очень хорошо. Так, ну мобов я здесь спокойно тащу. Без единого как бы напряжения. Я думаю, не даже шансов нету против моих фигур. У этих волков. Джаггер 2 звезды. Такие интересные билды. Хочу орка-чернокнижника. Надо импреску закерить. Хочу керри импреску. Хочу. Надо будет попробовать ее реализовать. Надо будет попробовать реализовать. Чисто как хорошо 2 медальона работает. Вот это у меня уклонение там. Миллион. Еще. Знаете, это как назло. Когда тебе этот медальон нужен, он тебе хрен что упадет. Вот просто не упадет от слова совсем. А когда он тебе не нужен, вот тебе целых 3. О, кстати, хорошая тема. Я до сих пор не знаю, какую реликвию мне взять. Ну, я, наверное, возьму яйца. Яйца пригодятся всегда. При любых раскладах яйца это всегда хорошо. Просто 3 медальона. Я могу этими медальонами обмазаться. Ведьмак, Геральт будет мне завидовать о том, что у меня 3 медальона есть. Геральт будет ко мне приходить и говорить такой: Санечка, медальон нужен, поделись. А я ему скажу: не вопрос, держи, братан, держи. Но я 1 медальон все-таки переработаю. Не, ну ты тварь потлатая. Какая же ты тварь потлатая? Мне нужен рок войны, а ты мне... Моему возмущению нет предела. Может, хватит душить так? Успокойся. Успокойся, говорю. Умри. Ты глянь на него. Он еще и сопротивляется мне. Я должен, когда прийти, ты уже должен сдохнуть.
Ты видел мой винстрик? У меня один... На самом деле это жестко. Ха-ха. Подкрепление пришло, где его не ждали. Вот такому подкреплению я рад, ничего себе. Это подкрепление то, что доктор прописал. На самом деле, мне нужен еще один волшебник, чтобы я поставил себе 4 богов. 4 бога это будет то, что доктор прописал. Антимаг, конечно, меня вообще не радует. Ни грамма не радует. Там мартретка еще такая, ну, злая немножечко, знаете, ну, злая бусинка. Успокойся. Боже, какую бесполезную фигуру я присумонил. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Ты успокойся, мартретка. Ты чё такая Ты чё такая буйная? Ты меня так в напряжение не кидай. У меня сердечко хоть и сильное, но не настолько сильное, чтобы противостоять такому напряжению. Так, отлично. 4 бога. Прекрасненько. Воинов, конечно, не хочется терять, но такая жизнь, такая жизнь. Хочешь, не хочешь, приходится приспосабливаться. Буду идти в 10-й. 18-й раунд. А у меня уже 8 уровень. Хорошо. 8 уровень, 12 винстрик, 50 плюс монет. Ага, там, кстати, один чел будет играть на демона. То зачем он ТБшку апнул? Вот это вот мне непонятно. Угу, хорошо. Я переживаю, ребят. Я чекаю, потому что я переживаю, что я потеряю свой винстрик. А потерять винстрик это больно. Моя самооценка будет задета. Усиление. Тайм то усиление. Аж рука зачукалась. На самом деле у меня сейчас очень сильный стол. Ну как, на самом деле не очень сильный стол. Если бы у меня еще была жрица в 2 звезды, и орк-жрец был в 2 звезды, тогда да, у меня был бы очень сильный стол. А сейчас пока что такое себе. Так, там чел играет через полужрецов, и он тоже будет играть через богов-орков. Ну, я тоже буду играть через богов-орков, но я, если что, в моменте, кстати, тут, я так понимаю... Хотя нет, не понимаю. Я только что мгновение подумал о том, что тут чел, походу, будет играть через богов-жрецов, но, судя по всему, нет. Но это и хорошо. Для меня это только плюс. Боже, как ему сейчас много прилетит. Боже, как я тебе сочувствую, человек. Минус... Нет, ну минус 17 это еще по-божески. Я помню, как-то раз мне на ранних раундах прилетело минус 40, и вот тогда я был счастлив неимоверно. У меня тогда было... Я даже не помню, кто ко мне пришел, но там какой-то жесткий тип ко мне пришел. Очень жесткий. Там он дал мне минус 40, я даже не помню, на каком билде он был. Вообще реально не помню, на каком он билде был. Даже вспомнить не могу, прикиньте. Ну, короче, как-то он дал мне минус 40 где-то на 15, ну, где-то на 16 или на 14 раунде. Короче, что-то вот такое. Прикиньте, на таких раундах получить минус 40. Да там челюсть не только что упадет, она из петель снимется, и все, можно ее будет потом соседу давать попользоваться. Вместо ставной челюсти. Живая челюсть-то лучше все-таки, да? Немножко противно, конечно. И вонять будет потом со временем. Но это... Куда меня понесло, боже? МК. Кстати, весь мой билд может МК напрячь. Награда за гоблинов, и я все бабки уже сролил. Кто здесь гений? Как вы думаете? Кто здесь непризнанный гений? Естественно, это я непризнанный гений, ребята. Да елки-матренки. Какая же это жизненная жиза, да? Рок войны. Не слышал? Вообще ни грамма не слышал. Что такое рок войны? Дайте гайд. Но я думаю, в скором времени мой винстрик снимут. Я так долго не смогу пожить. Типа, если бы у меня был еще рок войны, я был бы уверен в том, что не снимут. Но так как рога войны у меня нету, а там уже есть более-менее такие сильные билды. Например, вот есть чел с Манки Кингом через эльфов, и, скорее всего, он своим Манки Кингом мне сейчас устроит а-та-та. А-та-та, потому что он меня палкой своей уничтожит.
Сниму винстрик или не сниму? Сниму винстрик или не сниму? Сниму винстрик или не сниму? А то что-то как-то грустно. Спорим, сейчас придет какое-то усиление после этого раунда. А не, а я уже как бы на очко присел. Так, нормалек. Нормалек. А мне даже нечего сейчас ставить, даже при усилении таком. Вообще нечего ставить. 9 воинов. О, там еще и Хусик трехзвездочный. Там тоже будет 9 воинов через Хусика 3 звезд. Ладно, поставлю кабанчиком. Поставлю суммонера кабанчиков. Нормально. 17 винстрик. Ой, 16. Боже, А додайте, кто забыл награду за гоблинов юзнуть. С первого раза. Кто угадает? Естественно, я забыл юзнуть награду за гоблинов. Я еще и до этого уровень взял. Гений! Непризнанный гений. Учитесь, ребята, учитесь. Ну, поплыл маленько. Ну, что поделать? Ну, поплыл. Ну, да, ну, бывает. Короче, да, это поставлю вместо суммонера кабанчиков. Суммонер кабанчиков это, конечно, круто. Там уже жесткие столы. Меня больше напрягает чел, который играет через МК. Он реально может сейчас половину моего стола снести без шансов. Главное не отдать ему винстрик. Вот ей-богу, главное не ему винстрик. Кому угодно, но только не ему. Пусть лучше воин заберет винстрик. Я, по-моему, здесь откис, кстати. О, да. Ладно, ему хотя бы не зазорно отдать винстрик. А все из-за того, что посмотрите, сколько кабанов иллюзий. Сколько кабанчиков иллюзий. Ладно, рано или поздно это должно было произойти. Рано или поздно. Как мне не хочется ставить. Кстати, можно поставить сейчас 6 орков. Получить незначительный баф. На самом деле надо выходить в деньги. Надо выходить дальше в деньги. Что еще я могу продать? Хотя 70 монет, в принципе, один раунд, и я получу кучу бабла. Так, ну тут я как-то чела вообще в легкую разнес. Я думал, как-то будет посложнее. На самом деле, была бы у меня жрица в 2 звезды, было бы попроще играть уже, потому что область от хила бы увеличилась. Но мне этот Манки Кинг вообще не нравится. Там чел тупо на Манки Кинге и кунфу своим тащит. А надо потихонечку идти в уровень. Потихонечку, понемножечку, уверенными шажками. Как первые шаги младенца. Надо вот такими вот шагами идти. Как там младенец ходить начинает? Он скоро ко мне придет и расскажет, что почем. Но на самом деле я рад, что я ему не отдал винстрик. Отдал бы я ему винстрик, было бы проблемой. Еще какой проблемой? Мне нужен хан. Я, короче, жрицу продам, Марса продам и поставлю, наверное, фулгорн в этой каточке. Хочу поиграть через что-то необычное. Через что-то необычное. И я, наверное, попробую поиграть все-таки через Чена. Хочу суммонить Араву. Хочу бешеную, голодную Араву суммонить. Для этого мне нужно 10-й взять. Кстати, там охотник. Это печально. Мифриловый доспех или ТБ 3 звезд. Возьму обезоруж. Иди отсюда. Бесполезный предмет. Огорн. Нужно уровень. Нужен уровень. Будем потихонечку идти. Осталось чуть-чуть. Скоро у меня будет ранний. Ранний 10 уровень. Я бы даже сказал, один из первых, у которого будет 10 уровень.
Не Гош там? Да, там ни у кого. Там... А, нет, там уже вот долго играет через 10 уровень, еще и 50 монет имеет плюсом. Каким образом это получилось? А каким образом это получилось, что у тебя 10 уровень уже там? ТБшка, кстати, довольно-таки сильный. У меня такие бесполезные предметы. Ей-богу. Всех кучно ставить, конечно, тоже ошибка. Хотя, что мне, как бы... Чё мне опасаться? По сути, нечего мне опасаться. Там есть человек, который играет через МК, и в любом случае, как бы расстановку и не сделал, он будет спамить своей палкой. Дай боже. А вот, кстати, и он. Вспомнили коричневое, вот он появился. Сейчас смотрите. Бам! Не попадает. Он по моему орку-охотнику тупо не попадает. Но все равно это как бы не помешало мне выиграть. Там Марси все сделала. 7400 урона молодая нанесла. Молодая, горячая. Так, Тайт, иди лесом. Спасибо, щиток топовый. Топ за свои деньги, так сказать. Жрец, это хорошо. Мне нужен будет первого уровня убийца. А может попробовать рольный предмет 4-го тира? Вроде там через контроль никто не будет играть, поэтому один медальон я скипнул. Или... Короче, один медальон скипнул. Мантия? Ничего себе. Ничего себе заявление. Ну тут, кстати, чел через воинов играет. Это плохо. Играет через воинов, это плохо. Джаггер сам себя только что раскрутил. Так, 2 монетки. Так, это тебя куплю. Так, ну пока что еще все нормально. Пока что не критично. Самое главное сейчас не потерять огромное количество хп. Пока я буду там перестраиваться, переделываться. 53 хп уже у меня. У меня только недавно было 100 хп, алло. Можно не так больно? Не так глубоко хотя бы. О, Чен. Да, наверное, стоит все-таки попробовать поиграть через Чена. Есть у меня бесполезная мантия. Вот так вот я сделаю. Некра. Некра это то, что доктор прописал. Некра мне нравится. Кому нравится Некра? Ну-ка, 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 плюсик в чатик. Плюсик в чатик, кому нравится Некра. Особенно, когда они на Чене. Мне только сейчас не хватает одного рефрешера, и все, это будет просто поплава лютая. У меня, кстати, яйца же есть. У меня есть все шансы сейчас, если что, Чена сделать в 3 звезды. У меня куча бабла, 53 хп, я плотный, жирненький. Мать твою за ногу. Ай-яй-яй. Какой же тупейший Дум. Чтоб тебя черти носили, да не выносили. Против Дума что-нибудь надо будет. Какую-то защиту против Дума надо будет. Так, -1. Сколько минуса сейчас дам тебе? -27. Отлично. Так, и о, леший. Вместо Марса, естественно. Хан. О. Я не хочу, конечно, жрицы лишаться, но жрица мне не нужна. Короче, скипаем ее. Скипаем. Все, у меня есть шаман 2 звезды. Мне теперь нужно найти однозвездочного Челбуса. И будет шикарно. Медальон, еще один медальон. У меня сейчас сколько? Где-то примерно 60% уклонения. Только это мне особо не помогает из-за того, что Дум может кидаться не туда, куда я хочу. Так, антимаг там. Тут ТБшка. Нет. Только я тебя молю, не засумонь ТБ. Я молю тебя, не засумонь ТБ. Засумонь всех, кого хочешь, но не ТБ. Он может мне сейчас люто заруинить игру. Пока что Ханов сумонит. Пока что хорошо. Отлично. Ну, сайтом берет винстрик, у него там Манки Ким 3. Нет! Ну за что это все мне?
Я шибу. Я только просил не о нем. Но я буду с челом на кунг-фу, который играет. 1 на 1 драться. Так. Орк-чернокнижник, спасибо. Ты очень вовремя, молодой. Молодой, горячий, ты очень вовремя. Я его оставлю, потому что у меня чен его будет суммонить в 2 звезды. То есть он сдохнет, и я засуммоню 2 чернокнижников. Имба? Еще какая? Может, Рубика продать? Как бы да, но как бы нет. Ну ладно. Фуриона продам. Фуриона продам, потому что у меня в любом случае есть 2 чернокнижника, два друида. Поэтому мне, в принципе, не опасно. На самом деле, предыдущий раунд бы я выиграл, если бы у меня чен не засуммонил 2 ТБшек. Чисто из-за того, что это падла засуммонил 2 ТБшек, у меня такие проблемы получились. Мне бы сейчас, конечно, рефрешер. Я бы отчасти был на 30-м небе. Так, отлично. Фулгорн у меня есть. Так, хорошо. Орк-шаман у меня тоже есть. Может убрать? Да, я уберу, короче. Не успел это озвучить, как я это сделал. Короче, поставлю я Фулгорн. Фулгорн даст мне безоружие, сайленс, и, короче, даст мне время. Время, которого у меня не так много. Так, хорошо. Отлично. Мне чен еще так шикарно идет. Боже, меня это очень радует, то, что мне чен так хорошо идет. На самом деле. Как мы можем поступить? Я типа хочу вот этого орка-шамана на всякий случай оставить. Да, 2 звезды там уже. Ну, воин, кстати, там довольно-таки сильный. Сейчас у меня награда за гоблина закончится, и я юзну вот эти вот яйца. И буду кайфовать от жизни. Да, я, наверное, яйца все-таки не буду спешить юзать. Так, по-моему, тут раунд я не затащил, потому что здесь Манки Кинг не имбовый. А безруш на него... О, сработал наконец-то. Наконец-то сработала безруш. Боже, снеси... Молю, вынести его, вынести. Я, по-моему, не смогу его вынести. Давайте, Марси, Марси, я в вас верю. Давай! А я не успеваю. Я, короче, ему винстрик снес, но я все равно не успеваю паролиться. Ну и ладно. Зато я морально доволен. Ух. Так. Ладно, короче, активирую реликвию, потому что я хочу ченов 3 звезды. Яйца, 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 яйца. Ой, есть. Боже, я теперь доволен, как слон. Еще одного дума поставлю. 1 хорошо, 2 лучше. А можно антимага, кстати, поставить. Короче, почему я это делаю? Смотрите, у меня есть некра, у меня есть орк-жрец 3 звезды. Если вот эти фигуры будут умирать, то в первую очередь он их засумонит. И, соответственно, там кто-то... О, 2 антимага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же им везет, что сейчас орк чернокнижники живет. Ну, жил. Марси 3 звезд, это неприятно, но у меня безоруж есть против Марси 3 звезд. Ой, кому-то поплава произошла. Знаете кому? Я не знаю кому. Но кому-то пришла. На всякий случай я, наверное, буду жрецов собирать. Ну так, знаете, для подстраховки. Наверное, МК поставлю. Антимах это, конечно, круто, но... Ладно, короче. Шаманчик не буду его собирать. Так, леший, отлично. На самом деле, я давно не собирал ни ханов 3 звезды, ни лешего. Мне вообще нужно некра. Ой, некра, мне нужен рефрешер. Как только у меня рефрешер появится, боже, им такая будет Г. Но мне еще надо, знаете что? Мне надо мифриловый доспех на всякий случай. Потому что там вот этот вот молодой горячий может мне дум присобачить, и это будет плохо. А дум это проблема для меня. Так, Марси стоит в безоружии, но у меня тут сейчас чен закрыт
С обеих сторон. Нет, все равно присумонил. Отлично. Так. Пожалуйста, надо его выкинуть. Это самая главная проблема для меня, как по мне. Надо его выкинуть. Надо его выкинуть. Ну отцепись ты от меня со своим вечным станом баланс на этой твари. Я так рад. Я так рад. Не хочу спешить. Я не сильно хочу спешить. Сейчас на 35-м раунде. Кстати, о птичках. Надо еще, кстати, немного расстановку поменять. Мне против дома нужен мифриловый доспех, на всякий случай. Но я, наверное, все-таки попробую найти рефрешер. Рефрешер мне, думаю, больше даст. Да. Одни Некра еще хорошо. Но рефрешер был бы лучше. Дум, нет, только не Дум, только не Дум, только не Дум, только не Дум. А, Дум мне не прилетел, кстати. Там Дум он кого-то другого изнулся. Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Дум на самом деле не знает, с кого Дум кидать. А че там такой жирный на хусике? Давай Дум сумани. Да какие шаманы, дай мне Дума. Хотя не, я его и так вынес. 1 хп. Чел на одном хп такой, здорово. Ладно, короче, двойных мобов заюзаю. Одно яйцо у меня есть, на всякий случай, для вот этого орка-чернокнижника. Хотя, может... Не, ну я орку-чернокнижнику по-любому отдам Некра. Ну, мне бы сейчас рефрешер, я бы не отказался. От мифрилового доспеха я тоже бы не отказался. Надеюсь, мне все это и упадет. Я надеюсь, что мне сейчас упадет рефрешер и мифриловый доспех. Это будет имба. Это будет разрыв. Но у него, конечно, какой-то слабоватый хусик. Он хоть и в 3 звезды и в 11 уровне, но у него как-то вообще все слабо. Ему для того, чтобы против меня жить, надо икону иметь. И молиться всем богам. Не совсем те предметы, которые я хотел. Рефрешер, рефрешер. Ху-ху-ху. И мифриловый доспех. Боже, все как под заказ. Все, я забираю свои слова назад. У меня все идеальные шмотки. И еще и зеркало закину сейчас вот в Манки Кинга, чтобы он присуммунил 2 цели. Я на всякий случай все-таки жрецов возьму. На всякий случай. Знаете, мало ли. Береженого Бог бережет. Яйцо еще одно. О, орк-чернокнижник. Так, яйцо сюда. Тайдуху продам. Яйцо, короче, в лешего закину. Пусть у меня леший хотя бы в 3 звезды будет. Хоть разочек. И в орка-чернокнижника закинул сейчас Некра, чтобы он голимов побольше сумонил. Ну что, ты готов? Ты готов к этому, молодой горячий, а? Вот это тебе сейчас поплава ждет. Интересно, сколько я ему нанесу? Так, 2 бесполезные фигуры уже есть. Так, 2 зверя есть, отлично, надо больше. Больше богу сумону. Так, отлично, 2 леших есть, тоже прекрасно. Безруж прилетел. У него мясы. Но это ему не поможет. Это ему уже не поможет, дорогому. Так, сколько минуса сейчас прилетит? Интересно. Хватит его убивать в землю. Минус 46. Вкусно. Вкусненько. Мне нравится. Я доволен. Я доволен. Манки Кинг наказан. Чен в 3 звезды собран. Все замечательно. Все прекрасно, замечательно. Всегда бы так. Всегда бы так приходило то, что я хочу. Вот всегда бы так приходило. Но, к сожалению, бог рандома не всегда такой, скажем так, благосклонен к своим верным подданным. Но на то это и такая игра. Кстати, у меня инкам, точнее, ну как инкам? Короче, моя экономика 456 монет.
Вдумайтесь. 456 монет за всю игру у меня. Да, это сильно. Да, это мощно. Я чувствую себя Скрудж Макдаком. Сейчас пойду в свой банк с золотом прыгну щучкой. Что я хочу добавить по этой игре? Ничего не хочу добавить, потому что это была классная игра. А вот что думаете вы о ней, вы, соответственно, пишите в комментариях. Поэтому не забудь поставить свой лайк, не забудь подписаться на мой канал. И у меня, если что, есть мой телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!